Позади почти 5 часов полета с Берлина. Внизу простирается типичный египетский пейзаж. Еще немного, и мы приземлимся в аэропорту Марса Алама. Сейчас в иллюминатор мы видим курортный городок Порт-Галиб, в который, собственно, и направляемся, поскольку в нем находится наша гостиница Marina Resort Порт-Галиб. Сейчас мы видим главный вход в нашу гостиницу, обзор которой уже есть на моем канале. Прогуляемся по Порт-Галибу, который официально был открыт в январе 2009 года. Таким образом, Порт-Галиб является одним из самых молодых египетских курортов, что дает ему преимущество перед Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, которые, как курорты, создавались в 70-е и 80-е годы прошлого столетия и, как следствие, имеют более старый отельный фонд. Порт-Галиб лишь условно можно назвать городом. Это не Хургада с почти полумиллионом только местных жителей и старым городом, полным местного колорита. По сути, Порт-Галиб – это десяток отелей с единственной достопримечательностью набережной, по которой мы, собственно, и прогуливаемся. Что касается географии туристов, которые здесь отдыхают, то на променаде повсеместно слышна польская и немецкая речь. В соседнем отеле Пик Альбатрос аниматоры вели свои программы на итальянском языке. В нашем отеле жили также чехи и словаки. Что же касается симпатий местных торговцев, то тут, как говорится, без комментариев. Вдоль набережной сконцентрировалось большинство местных лавок и магазинчиков. Те, кто приезжает в Египет впервые, в первую очередь будут удивлены полному отсутствию ценников на товары. И тут надо понимать, как устроена местная торговля. Торговец сперва обязательно вас спросит, откуда вы приехали. И это не простая вежливость или способ начать разговор. Это простейший способ оценить вашу платежеспособность. Потом, когда вы выберете товар, вам назовут цену, просто взятую с потолка. И тут главное правило – никогда не покупайте товар по первоначально озвученной цене. Смело предлагайте свою цену, которую считаете справедливой. Не стесняйтесь, торгуйтесь, и вы точно купите товар как минимум в 2 раза дешевле от первой цены. А сейчас прогуляемся к пляжу, чтобы насладиться настоящей жемчужиной Египта Красным морем. Именно Красное море как магнит притягивает нашу семью, заставляя приезжать в Египет снова и снова. Естественно, некорректно сравнивать Красное море с Балтийским, Черным, Мертвым, Средиземным морями, где нам в свое время посчастливилось отдыхать.
Некорректно по той простой причине, что в Красном море есть коралловые рифы с просто безумным видовым разнообразием живых существ. В Порт-Галибе, чтобы познакомиться с удивительными обитателями Красного моря, вам не надо будет дополнительно платить за экскурсии к рифам, как, например, в Хургаде, где крайне мало интересных так называемых отельных рифов. В Порт-Галибе вам достаточно маски для снорклинга, чтобы, встав с пляжного шезлонга, сразу погрузиться в чудесный подводный мир. Хотя зачастую вам не понадобится даже маска. Достаточно будет только зайти в море по щиколотку и уже иметь возможность наблюдать удивительных представителей местной фауны. Что касается качества самих пляжей Порт-Галиба, то они здесь чудесные, широкие, с чистым песком. Сейчас вы видите береговую линию, как ее видят отдыхающие в отелях Marina Resort и Peak Albatros. Тем временем на Порт-Галиб опускается вечер. Заход солнца вдыхает новую жизнь в местную набережную, где оживляются прибережные кафе и бары, и где каждый сможет найти что-нибудь на свой вкус, от пиццы Маргариты до лобстера. Не могу судить о соответствии этих блюд оригинальным, поскольку мы отдыхали по системе All Inclusive и поэтому питались в отельном ресторане, но в Египте вы можете ожидать чего угодно. Так, например, когда в ресторане Marina Resort был объявлен День восточной кухни, мы, к своему удивлению, в блюде, которое было похоже на роллы и которое называлось роллами, вместо рыбы обнаружили вареную колбасу. Ну что ж, таким мы увидели Порт-Галиб. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. В моих ближайших планах сделать обзор экскурсий в древний Луксор.